В тихом предрассветном свете мир 10-летней девочки изменился навсегда. Она шла по знакомой тропинке к автобусной остановке, не подозревая, что встреча с офицером полиции перевернет ее день. Следите за новостями, чтобы узнать, что будет дальше. Сердце девочки затрепетало от смеси волнения и дурных предчувствий. Она проснулась в день окончания начальной школы, но вместо радости чувствовала грусть. В утреннем свете, проникавшем через окно, она увидела отражение своего подавленного настроения. Отсутствие отца, ушедшего из их жизни пару лет назад, омрачало ее торжество. Его уход оставил пустоту, которая усиливала ее одиночество. Несмотря на боль, ее воображение было наполнено мечтами. Она представляла себе друзей, которые бы ее понимали и любили. Она видела себя в окружении детей, смеющихся и играющих. Они приглашали ее на вечеринки, делились секретами и радовались успехам друг друга. День окончания школы приближался, и она мечтала о празднике, полном воздушных шаров, вкусных угощений и праздничного торта. Ее родители были бы там, сияя от гордости, а друзья собрались бы вокруг, отмечая ее окончание с отличием. Сердце девочки разрывалось от желания быть принятой. Она мечтала о ком-то, с кем можно поделиться своими надеждами и страхами, кто выслушает без осуждения и предложит утешающие объятия. В этот момент ее мать окликнула ее. «Доченька, пора вставать. Завтрак готов, а ты же не хочешь опоздать в школу?» Девочка неохотно выбралась из постели, все еще думая о ярких образах, которые заполонили ее воображение. Она знала, что ее ждет настоящая жизнь, в которой окончание школы будет мрачным напоминанием о ее одиночестве. На кухне витал аромат маминой стряпни, но это мало подняло ей настроение. Она знала, что предстоящий день будет наполнен рутиной, теми же занятиями, теми же лицами, тем же чувством изоляции. И все же, несмотря на тяжесть на сердце, она не могла не цепляться за проблеск надежды, которые зажгли ее мечты. Утренний холодок усиливал ее тоску, пока она шла к автобусной остановке. Она чувствовала одиночество, которое стало ее ежедневным спутником. На остановке она увидела, что ее школьный автобус готов к отправлению. Несмотря на ее мольбы подождать, автобус тронулся, а из окон лился смех. Холодный отказ причинил ей острую боль. Слезы застилали ей глаза, когда она смотрела, как автобус исчезает вдали. Ее маленькая фигурка, казалось, уменьшилась в размерах, поглощенная пустотой. Смех и болтовня одноклассников воспринимались как личное оскорбление, напоминание о том, что она снова осталась позади. Девочка стояла в одиночестве, а ветер трепал ее волосы. Тяжесть одиночества давила на нее. Она задавалась вопросом, почему ее всегда оставляли одну, почему она не могла быть частью группы, почему ее жизнь не могла быть нормальной, как у всех остальных. Именно тогда ее заметил офицер Джеймс. Он был на обычном патрулировании. Утро было тихим, если не считать необычного зрелища молодой девушки, одинокой и расстроенной. Его подход был мягким, а голос – успокаивающим. Девочка подняла голову, ее глаза были широко раскрыты и блестели. Она не привыкла к доброте незнакомцев, особенно взрослых. Джеймс внимательно слушал, как она делилась своим горем. Тронутый ее рассказом, Джеймс предложил подвести ее до школы. Пока они ехали, Джеймс слушал ее и пытался ее утешить. Он рассказал ей историю о себе, когда был молод и сталкивался с похожими проблемами. «Что сделало меня сильнее?» — сказал он. «Так это то, что в награду жизнь подарит тебе лучших друзей». Почувствовав ее нерешительность, он попытался вызвать у нее улыбку с помощью шуток. Его мягкое подшучивание разрушило ее оборону,
позволив лучику радости просочиться сквозь ее сдержанное поведение. Девочка почувствовала, что ее привлекает сострадание офицера Джеймса. Его слова были как луч надежды во тьме ее одиночества. Подъехав к школе, она вышла из машины. Ее настроение немного поднялось от неожиданной доброты. Когда она шла по школьному двору, тяжесть ее одиночества, казалось, стала немного легче. На мгновение она позволила себе поверить, что в мире все еще есть хорошие люди. Люди, которые могли заглянуть за грань возможного и протянуть руку помощи. Сострадание офицера Джеймса оставило неизгладимый след в ее сердце, напоминая о том, что даже в самые мрачные времена всегда есть возможность обрести проблеск надежды. Когда прозвенел последний школьный звонок, она побрела домой с тяжелым сердцем. Ее выпускной на следующий день, который должен был стать праздником, нависал над ней, как темная туча. В попытке изменить ход своего обычного одиночества, она попыталась связаться со своим отцом, отправив ему приглашение. Персонал и учителя приложили немало усилий, чтобы привнести немного веселья в выпускной зал. Ленты ярких цветов мягко извивались в воздухе, наполняя пространство праздничным сиянием. Воздушные шары всех цветов радуги весело подпрыгивали на потолке. Несмотря на декоративные элементы, комната по-прежнему казалась ей пустой и безликой. По мере того, как проходил час, тиканье часов, казалось, становилось громче, с каждой секундой подчеркивая пустоту. С каждой минутой ее надежда таяла. Она сидела в одиночестве, ожидая, что приедет ее отец. Но минуты шли, а он так и не появился. Затем, к ее удивлению, за несколько минут до того, как назвали ее имя, в комнату вошел офицер Джеймс. Его вид, напомнивший ей о доброте этого утра, ошеломил ее. Она бросилась в его объятия, и ее хрупкое тельце задрожало от рыданий. Затем директор назвал ее имя, и она с гордостью и слезами радости пошла получать свидетельство об окончании школы. Джеймс легко вошел в роль как гостя, так и любящего отца. Голосом, который наполнил комнату теплом, Джеймс встал рядом с ней, обсуждая ее мечты о будущем, и присоединился к празднованию окончания школы вместе с ее матерью. Ее смех, чистый и светлый, звучал в течение нескольких драгоценных часов. Джеймс создал оазис счастья и внимания, заставив ее почувствовать, что ее видят и ценят. Он внимательно слушал, как она делилась своими мечтами и страхами, подбадривая ее не по годам мудрыми словами. Его присутствие было бальзамом для ее израненной души, напоминанием о том, что в мире все еще есть люди, которым не все равно. Вечер начался со взрывов смеха и той радости, которая проникает глубоко в душу. Когда Джеймсу пришло время уходить, он задержался в дверях. Он пообещал ей, что с сюрпризами на выпускной еще не покончено, и его слова повисли в воздухе тяжестью заветного секрета. Следующим вечером, когда солнце скрылось за горизонтом, Джеймс вернулся. На этот раз он был не один. Рядом с ним стояла группа улыбающихся полицейских. Они принесли с собой красиво украшенный торт с цитатой «Мечтай о большем». Свечи мерцали в сумерках, как крошечные маячки, наполняя комнату теплым сиянием. Среди подарков, подаренных офицером Джеймсом и его коллегами, выделялись футболка полицейского управления и кепка в тон, символизирующие особую связь, которая установилась между МВД и этими добросердечными людьми. Глаза девочки сияли от неудержимого возбуждения, когда ее окружил вихрь добрых пожеланий и жестов доброй воли. Офицеры, излучавшие доброту и дух товарищества, пожелали ей всего наилучшего в ее будущем и призвали ее прилежно учиться. Их голоса сливались в теплый хор, наполняя комнату чувством радости и товарищества. В этот момент она стояла в центре всего этого, чувствуя себя звездой.
Искреннее проявление любви и заботы со стороны офицера Джеймса и его команды превратило то, что могло бы стать одиноким выпускным, в праздник, наполненный светом, смехом и подтверждением того, что окружающие ценили и лелеяли ее. Простые, но в то же время искренние добрые поступки оставили неизгладимый след в ее сердце, напоминая о силе сострадания и красоте человеческих взаимоотношений. Новость о необычной церемонии вручения дипломов распространилась со скоростью лесного пожара, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях и в сообществе. Трогательная история о доброте офицера вызвала широкий резонанс. В средней школе холодные барьеры, ранее воздвигнутые ее одноклассниками, начали таять. Те, кто когда-то отвернулся от нее, теперь протягивали руки дружбы, преображая социальный ландшафт, который когда-то изолировал ее. Волновой эффект доброты вызвал глубокие изменения, которые будут ощущаться еще долго после окончания празднования. По мере распространения истории об окончании школы, это стало мощным напоминанием о преобразующей силе сострадания и доброты. Это показало, что даже самые незначительные проявления щедрости могут оказать глубокое влияние, разрушая барьеры и налаживая новые связи. Офицер Джеймс, который теперь постоянно присутствует в ее жизни, продолжал оказывать ей неизменную поддержку и дружбу. Его обещание присутствовать на ее следующем выпуске символизировало прочные узы, выкованные в огне щедрости и неожиданной доброты. Эта связь, основанная на искренней доброте и бескорыстных поступках, обещала сохраниться, изменив ее мир и направив ее в будущее, полное ярких возможностей. Проявления сострадания и заботы, проявленные офицером Джеймсом, не только изменили ее жизнь после окончания начальной школы, но и оставили неизгладимый след в ее сердце. Его постоянное присутствие и непоколебимая поддержка стали маяком надежды в ее жизни. Она смотрела в будущее с вновь обретенным оптимизмом, зная, что нашла друга в лице офицера Джеймса, который будет рядом с ней в трудную минуту, формируя ее мир с любовью, поддержкой и непоколебимой дружбой.